Вот так начинается мой поход на Шавлинские озера осенью 2020 года. Сегодня у нас 23 сентября. На вершинах уже снег. Смотрю, отсюда даже видно. Поход мой начинается от базы Кочевник по направлению сейчас к поселку сначала Чибит, потом к мосту и потом вверх на перевал, на Оройский перевал. Вот. Погодка пасмурная. По погоде обещают дожди, снега и заморозки. Посмотрим, что у нас и как будет. Даже интересно. Вид на поселок Чибит уже с высоты. И внизу это речка Чибитка. Иду к мосту через Чую. Такая вот красота здесь у нас. Такая вот возвышенность. Это расстояние до моста можно заброситься на УАЗике. 1000 рублей хотят за заброску. Не то чтобы жалко денег, просто хотят прогуляться. Расстояние показывает 6 километров и 700 метров. То есть почти 7 километров от базы Кочевник. Это мне Maps.me показал. На базе сказали 5 километров. Ну, дорога в горку. В принципе, если погода сухая, можно и прогуляться. Ничего критического нету. Если торопитесь, то можно и заброситься. 1000 рублей тоже небольшая сумма за это расстояние. Я решил прогуляться. Прошлый поход забрасывался туда и обратно на Мультинских озерах. А в этот раз решил, прогуляюсь, посмотрю местность. Тем более осень, никого нету. Хорошо, тихо, спокойно. Вот хочу прогуляться. А уже мост виднеется. Наверное, меньше километра до него. Вот там. Вот такая вывеска, табличка о том, что проход запрещен. Это означает, что мост платный.
Время 15 часов 20 минут. Я пообедал. Такой вот красивой стояночке. Сразу после моста. Теперь иду дальше, вверх. Перевал. Смотрел, ничего не забыл. Мусор собрал свой. Мусор на стоянках нельзя оставлять. Соблюдать чистоту. Можно дальше двигаться. Часа 3, наверное, сегодня еще хочу пройти. Было бы хорошо. Надеюсь, погодка не будет портиться. Потому что погодка такая пограничная совсем. Пасмурно вокруг. Ну ничего, надеюсь, все будет хорошо. Такое прекрасное место. Аральский перевал. У меня небольшой привальчик. Хочу сегодня еще пройти 3 километра. Тоже запланировал себе стояночку на карту. Погода переменчивая, где вообще прогноз погоды не очень хороший. Но нового времени не было, поэтому буду решил идти. Сейчас время 17:20. Мне в идеале к 6 выйти, потому что не хочу поднимать ноги. К тому же сейчас уже 8, темнеет рано. Вчера в 8 вечера уже было прям темно. Раз ехал. Поэтому хочу в идеале к 6 подойти и разбить лагерь. Подхожу к плато, есть Коль. Утро 24 сентября.
Плата Иштыколь. Такое вот прекрасное место. Тут одноименная речка протекает. Иштыколь внизу. Вот здесь вот снежные вершины. Красота, одним словом. Иду сегодня с 10 утра. Сейчас время 12 с небольшим. Как раз ровно 2 часа иду. Не смотрел, сколько прошел за эти 2 часа. Вот скоро уже будет спуск с платы Иштыколь. Ветер стих. На самом плато на высоте был достаточно сильный ветер, шквалистый даже. А здесь уже пониже, уже ветер стих. Встретил 2 парней. Они мне сказали, что на озере уже никого нету. То есть, наверное, я буду сегодня там уже один ночевать. Надеюсь, я до туда успею дойти, так как идти к этой точке, где я сейчас нахожусь, примерно 20 километров. Ну, ничего, я думаю, если постараться, то можно дойти. Прекрасное время года для похода. Прохладненько, конечно, но зато очень уединенно. Людей мало. Можно сказать, вообще нету людей. Вот потихонечку идет снежок, начинается. На вершины уже в снегу. Красота. Вот такой мост через реку Иштыколь. Вечер 24 сентября. Немножечко не дошел я до самих
Шавлинских озер. Вот устал сегодня, прошел 17 километров. Подъем много шел. И хотел уже сделать марш-бросок. Оставалось мне 7 километров до них, до озер. А потом я увидел эту стояночку и подумал, а зачем мне торопиться, если можно прекрасно здесь отдохнуть. И решил я так и сделать. К тому же время уже было 6 час. Снежочек мокрый начался. Я решил остановиться здесь, поставить палатку, скупаться. И сейчас буду готовить себе ужин. Вот могу показать, какая здесь прекрасная местность. Река Шавла. Как раз таки берет свое начало с Шавлинских озер. Не смог я не снять такой красивый вид моей стоянки. Идет мокрый снег. Я поставил палаточку. Небо затянуло. И вот на верхушках уже деревьев виднеется белена снега. Очень красиво все. Я пойду сейчас готовить себе ужин. На ужин у меня сегодня будет борщ. После такого тяжелого дня, я думаю, это будет очень приятно. Утро 25 сентября. Спалось сегодня что-то не очень хорошо. Именно ночью. Просыпался много раз. А вот под утро уже будильник на 6 утра был. Но чего-то я решил еще поспать. А сейчас я буду смотреть, что там на улице. Такое ощущение, что там лежит снег. Потому что, мягко сказать, зябко и пробирает. Сейчас будем смотреть. Ох, какая же красота-то! А все в снегу! Вот такая вот красота. На реке Шавла в сентябре. Вот такой прекрасный вид утром 25 сентября. Идет снежочек, точнее он лег. И морозец. Такое прекрасное утро на реке Шавла 25 сентября. Я себе готовлю завтрак, вернее разогреваю суп. Я приготовил борщ. Уже заварил чаечку. Сейчас суп погреется. Я позавтракаю и пойду дальше на озер. Осталось недалеко, около 7 километров.
такие прекрасные виды. Вот такой красивый разлив реки Шавла на подходе к Нижнему озеру. А вот следы мешки медведя.
Это мой отель на сегодня. Вот номер, где я буду спать. Далее столовая. Бар-ресторан. А дальше банька. Баньку я тоже хочу истопить. И вид на такой прекрасный залив. Озеро. Такого бирюзового цвета. И снежочек идет. Холодно. На самом деле, наверное, -3, а то и 5, может быть, даже сейчас. Прекрасная местность. И никого из людей нету, что я и хотел. Вот такой дом у меня сегодня. Вот такой уютный домик. С печечкой. Все как надо. Там у меня столовая. Сейчас буду готовить супик. Ну, а тут прекрасный вид на озеро. Просто прекрасный бирюзовый цвет. И снежок. А самое главное, здесь никого нет. Вот на таком огромном озере, где летом туристам встать негде. 25 сентября никого нет. И это прекрасно. Буду наслаждаться природой. Пока ждем, когда закипит водичка, немного расскажу о своем походе, который я запланировал в сентябре, в конце сентября 2020 года. Сегодня у нас 25 сентября. Выдались свободные дни от работы, и было решено сходить на Шавлинские озера. Летом здесь очень много людей, место, как говорится, попсовое. Людей очень много, встать негде. Ну, это я сам не был здесь летом. Ну, по отзывам, как написано в интернете, в описании данного маршрута, с местами здесь проблематично. Поэтому я хотел сюда попасть именно осенью. А осенью, как мы видим, я на озере один. Вот я и бурундучки вот прыгают. Место очень красивое, вокруг горы, озеро бирюзового цвета, идет снежочек. Дошел я сюда за 2 дня, можно сказать. Я вышел где-то в час дня 23 числа, в час или в 2 часа дня, как на базе оставил автомобиль. И пошел в сторону Шавлинских озер. То есть изначально идет подъем в перевал Орой. В конце перевала Орой я остановился на ночевку, заночевал. На следующий день я хотел на следующий день сразу пройти до озер. Это 28 километров
было. Если бы я вышел на час раньше, то я бы дошел. Но так как осень и темнеет достаточно рано, уже в 6 часов, можно сказать, здесь такие серьезные сумерки, почти ночь. Вчера где-то 17:20, оставалось мне еще где-то 7 километров до озера. И я увидел хорошее место, я решил заночевать. И того получилось, если по полным дням считать, то за 2 дня я дошел. Но если по календарным, то сегодня третий день, как я иду в походе. По пути, пока я шел, мне встречались люди. То есть люди шли с озер. Но сюда, видимо, я пришел, здесь уже никого нет. И вчера мне только вот в обед встретились последние 2 мужчины, шли. И все, более никого нет. Погода прохладная. 2 ночевки я спал в палатке. Прохладненько было, но мне повезло, у меня хороший спальник теплый, и я в нем не замерз абсолютно. На удивление, летом в летнем спальнике я мерз больше. Несмотря на то, что сейчас очень прохладная погода, и ночью здесь, конечно, минус. Сегодня вообще все завалило снегом, палатка была завалена снегом. Он к утру еще замерз, покрылся корочкой. Но, тем не менее, было хорошо тепло. Я даже одевал меньше на себя одежды, чем я надеваю летом в летний спальник. Поэтому у меня возникла идея носить с собой этот спальник и летом. Потому что комфортный сон – это залог хорошего дня. Хотя спальник достаточно тяжелый, он весит 2,5 килограмма. По планам было подняться к верхнему Шавлинскому озеру. До него отсюда по навигатору 4,5 километра. Ну и, соответственно, назад 4,5 километра. Подъем в районе 200-250 метров. Сейчас на память точно не помню. Ну, в пределах этих цифр. Может быть, 230 метров. Я подумал и решил туда не идти. Почему? Потому как, во-первых, уже время было 2 часа дня. Я сюда пришел. Я посмотрел, здесь очень хорошее место. Я нашел домик, который я уже показывал. Здесь есть банька. Я думаю, почему бы мне не остановиться здесь на дневку? Не истопить баньку, не заночевать в этом домике, не приготовить хороший обед, пока засветло. Обед, он же ужин, пока светло, хорошо. На удивление, вокруг лес, но дров очень мало, потому как, видимо, летом туристы здесь все собирают. Поэтому я так подумал, что я, наверное, не буду сегодня костер жечь. Хотя костер это такой прям обязательный, можно сказать, элемент на моих стоянках. Так как костер добавляет уюта. Мне приятно спать, когда он еще горит, палатку освещает. Ну и плюс ко всему прочему, я так думаю, он отпугивает зверя. А след сегодня я медвежий тоже видел. Меня это немножечко тоже насторожило, такой достаточно большой след. Прямо на тропе. Но так как здесь дров мало, и ходить их собирать, тратить время, ходить куда-то в лес далеко, мне не хочется. Я насобирал дров. Я думаю, мне их на баню хватит. И на том и все. А костер я жечь, наверное, не буду сегодня. Покушаю, сейчас затоплю баньку, еще прогуляюсь по озеру. И посмотрю, что да как. Ну, сейчас будем ждать, когда закипит водичка.